Представьте себе мир, где под толщей воды скрываются целые города, хранящие тайны цивилизаций, которые мы только начинаем понимать. Египет — это не просто пирамида и сфинкс. Это место, где прошлое шепчет нам о забытом величии. Сегодня мы отправимся в путешествие по подводным руинам Гераклеона, дворца Клеопатры и порта Александрии, чтобы раскрыть, что на самом деле скрывается под волнами Средиземного моря. А еще мы затронем одну из самых интригующих теорий. Что если знаменитое сожжение Александрийской библиотеки было лишь прикрытием, а настоящие сокровища знаний были спрятаны в Ватикане? Погрузимся в эту историю, полную загадок, открытий и размышлений о том, как прошлое формирует наше понимание мира. Часть 1. Гераклеон – затерянный город под водой. Давайте начнем с Гераклеона. Города, который до начала 2000-х годов считался легендой. Его называли Тонисом в египетских текстах, и он был воротами в Египет задолго до основания Александрии. Расположенный у устья Нила, Гераклеон был оживленным портом, где греческие торговцы встречались с египетскими жрецами, а религиозные мистерии переплетались с торговыми сделками. Это был плавильный котел культур, где поклонялись богу Амону-Гарбу и проводили церемонии в честь Осириса, бога воскрешения. Открытие Гераклеона археологом Фрэнком Годио стало настоящей сенсацией. Подводные раскопки в заливе Абу-Кир в 6,5 километрах от побережья, на глубине от 30 до 45 футов, выявили руины, которые перевернули наше представление о Древнем Египте. Гигантские статуи высотой до 5 метров, изображающие фараонов, богов и греческих правителей, были найдены в удивительно хорошем состоянии благодаря илистому дну. Эти статуи – не просто произведения искусства, они символизируют уникальное смешение египетской и эллинистической культур. Например, статуя бога Хапи, покровителя плодородия Нила, соседствует с изображениями греческих правителей, что говорит о сложной политической и религиозной игре в этом регионе. Но что делает Гераклеон по-настоящему уникальным? Это не только статуи. Археологи обнаружили десятки маленьких саркофагов с мумифицированными животными, подношениями богам. Это говорит о глубокой религиозности города, где даже животные становились частью божественного ритуала. А еще более 64 затонувших кораблей, золотые монеты, бронзовые гири и надписи, которые раскрывают, как Гераклеон был центром торговли и религии. Это место, где божественное и человеческое сливались воедино. Сравнение с Помпеями напрашивается само собой. Оба города были стерты с лица земли природными катастрофами. Помпеи вулканом, Гераклеон землетрясениями и повышением уровня моря. Но если Помпеи сохранили момент повседневной жизни римлян, то Гераклеон рассказывает историю глобального культурного обмена. Его артефакты, сохраненные водой, дают нам уникальную возможность изучить органические материалы и металлы, которые на суше давно бы истлели. Это как капсула времени, которая заставляет нас переосмыслить, насколько сложными были древние цивилизации. Часть 2. Дворец Клеопатры. Роскошь под волнами. Теперь перенесемся в Александрию, к руинам дворца Клеопатры, последней царицы Египта. Этот дворец, расположенный в восточной гавани Александрии, был не просто резиденцией. Это был центр политической власти, культурного величия и архитектурного гениальности. Клеопатра, женщина-легенда, правила отсюда, балансируя между египетскими традициями и римским влиянием, чтобы сохранить независимость своего царства. Подводные раскопки, начатые в 90-х годах 20-го столетия, открыли миру затопленные руины царского квартала. Среди находок – статуи египетских божеств, членов династии Птолемеев и, возможно, самой Клеопатры. Хотя точная идентификация статуй вызывает споры, их художественная ценность и историческое значение неоспоримы. Эти скульптуры, как и в Гераклеоне, отражают слияние культур. Египетские боги соседствуют с греческими мотивами, а архитектура дворца сочетает пышность фараонов с эллинистической утонченностью. Но дворец – это не только статуи. Археологи нашли керамику, стеклянную посуду, монеты, ювелирные изделия, предметы, которые рисуют яркую картину жизни элиты Александрии. Представьте, золотые серьги, украшенные драгоценными камнями, которые носила придворная дама, или изящные сосуды, в которых подавали вино на пирах.
Эти находки говорят о богатстве и космополитизме города, который был не только политическим, но и интеллектуальным центром. Именно здесь находилась Александрийская библиотека, притягивавшая ученых со всего мира. Интересно сравнить дворец Клеопатры с затонувшим римским городом Байя в Неаполитанском заливе. Байя была курортом римской элиты, местом роскоши и развлечений. Как и Александрия, она утонула из-за природных катаклизмов. Но если Байя рассказывает о римском гедонизме, то дворец Клеопатры – это история борьбы за власть и культурного синтеза. Клеопатра использовала Александрию как сцену для своих политических игр, очаровывая Цезаря и Антония, чтобы сохранить Египет. Ее дворец был не просто домом, а символом этой борьбы. Часть 3. Александрийский порт и маяк Фарос. Порт Александрии – это сердце города, основанного Александром Македонским в 331 году до нашей эры. Он был не просто торговым узлом, а мостом между Европой, Азией и Африкой. Зерно из Египта, папирус, стекло, драгоценные металлы – все это проходило через Александрию, делая ее экономическим центром античного мира. Но что делало порт по-настоящему легендарным? Маяк Фарос – одно из 7 чудес древнего мира. Построенный в III веке до нашей эры, маяк высотой более 100 метров был инженерным шедевром. Его свет, создаваемый с помощью зеркал и огня, был виден за десятки километров, направляя корабли в гавань. Подводные раскопки обнаружили массивные гранитные блоки, которые, вероятно, были частью фундамента маяка. Эти находки подтверждают, что маяк был не только функциональным, но и символом могущества Александрии. Порт был также культурным центром. Рядом с ним располагались Мусейон и Александрийская библиотека, где работали величайшие умы эпохи – Евклид, Эратосфен, Архимед. Здесь зарождались идеи, которые изменили мир, от геометрии до астрономии. И вот тут мы подходим к одной из самых интригующих загадок. Что стало с библиотекой и ее сокровищами? Часть 4. Александрийская библиотека и тайна Ватикана. Александрийская библиотека была не просто хранилищем книг. Это был центр знаний, символ интеллектуального превосходства. Говорят, что в ней хранилось до 700 тысяч свитков, включая труды Аристотеля, Гомера, а также египетские тексты, собранные жрецами. Но в 48 году до нашей эры, во время войны Цезаря с Помпеем, библиотека по официальной версии сгорела. Или не сгорела. Существует теория, что пожар был операцией под ложным флагом. Якобы римляне сожгли лишь незначительные записи, такие как переписи населения, а настоящие сокровища, древние тексты, каталоги египетских жрецов, труды философов были вывезены в Рим, а затем спрятаны в библиотеке Ватикана. Эта гипотеза звучит как сюжет для триллера, но давайте разберемся. Во-первых, римляне высоко ценили знания. Захватывая территории, они часто присваивали культурные ценности, включая книги. Во-вторых, библиотека Ватикана, основанная гораздо позже, действительно хранит множество древних текстов, происхождение которых остается загадкой. Некоторые исследователи считают, что часть египетских свитков могла попасть туда через Рим. В-третьих, жрецы Египта, как известно, тщательно охраняли свои знания, пряча их в тайниках. Возможно, часть этих текстов была перевезена в Александрию, а затем в Рим. Но есть и контраргументы. Свитки того времени были хрупкими, и их транспортировка на большие расстояния была сложной задачей. К тому же, если библиотека Ватикана хранит такие тексты, почему они до сих пор не обнародованы? Возможно, ответ кроется в политике. Знания, которые могли изменить наше понимание истории, могли быть намеренно скрыты. Часть 5. Антикитерский механизм – ключ к технологиям древних. Чтобы глубже понять интеллектуальное наследие Александрии, давайте обратимся к антикитерскому механизму, найденному в 1901 году у греческого острова Антикитера. Это устройство, созданное около 100 года до нашей эры, называют первым компьютером в истории. Сложная система из более чем 30 бронзовых шестерен позволяла предсказывать затмения, отслеживать движение Луны и даже даты Олимпийских игр. Это не просто механизм, а доказательство того, что древние обладали знаниями, которые мы долго недооценивали. Почему это важно для нашей темы? Александрия была центром, где могли зародиться такие технологии. Ученые, работавшие в Мусейоне, такие как Архимед или Ктесибий, заложили основы механики и астрономии. Антикитерский механизм, вероятно, был создан в среде,
связанные с Александрией, и его обнаружение на затонувшем корабле подтверждает, что город был частью обширной сети обмена знаниями. Этот артефакт заставляет задуматься, какие еще технологии могли существовать в древнем мире. Может быть, в Александрийской библиотеке хранились чертежи подобных устройств, которые были утеряны или спрятаны? И если часть этих знаний попала в Ватикан, что еще мы могли бы найти? Часть 6. Почему эти открытия важны? Подводные руины Гераклеона, дворца Клеопатры и порта Александрии – это не просто археологические сенсации. Они заставляют нас переосмыслить историю. Эти города показывают, насколько тесно были связаны древние цивилизации через торговлю, религию и знания. Гераклеон был воротами в Египет, Александрия – интеллектуальной столицей, а их артефакты – мостом между Египтом, Грецией и Римом. Но есть и более глубокий вопрос – почему так много знаний было утеряно? Сожжение Александрийской библиотеки, будь оно реальным или мифическим, символизирует хрупкость человеческого наследия. Если теория о Ватикане верна, то, возможно, часть этих знаний все еще ждет своего часа. А если нет, то подводные раскопки – наш лучший шанс восстановить утраченное. Современные технологии, такие как гидролокация и подводные роботы, открывают новые горизонты в археологии. Сравните это с исследованием Титаника. Если там мы нашли трагедию одного корабля, то в Александрии мы открываем целую цивилизацию. И каждая находка – статуя, монета, обломок маяка – добавляет кусочек к этой мозаике. Заключение. Взгляд в будущее через прошлое. Мы начали с вопроса: что скрывают воды Египта? Ответ оказался сложнее, чем кажется. Гераклеон и Александрия – это не просто затонувшие города. Это символы человеческой изобретательности, амбиций и уязвимости. Они напоминают нам, что даже величайшие цивилизации могут исчезнуть, но их наследие продолжает жить. В артефактах, в идеях, в нас самих. Теория о Ватикане может быть лишь гипотезой, но она побуждает нас задавать вопросы. Какие еще тайны скрыты в архивах, под водой или в песках Египта? И как эти открытия могут изменить наше будущее? Подводная археология – это не только взгляд в прошлое, но и вдохновение для новых технологий, новых идей, нового понимания мира. Если это видео заставило вас задуматься, поделитесь своими мыслями в комментариях. Верите ли вы, что Ватикан хранит древние тексты? Или, может, у вас есть своя теория о судьбе Александрийской библиотеки? Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые погружения в тайны истории. И помните, прошлое – это не просто руины, это ключ к тому, кем мы можем стать.